За время существования человека на Земле по его вине не стало очень многих животных, и, разумеется, водный мир не стал исключением. Не стало очень доброго великана, который просто очень любил покушать морскую капусту у берега. Не стало самой большой пресноводной рыбы, которую очень бы ценилась современными рыбаками за свой вкус и габариты. Скончалась также одинокая гигантская черепаха Джордж, так и не оставив после себя потомства. Об этих и других удивительных вымерших видах я расскажу в сегодняшнем видео. Приятного просмотра! Китайский веслонос. Этот длинноносик обитал в реке Янцзы в Китае и был открыт лишь в 1862 году. И уже тогда был настолько редок, что его толком не успели изучить. Обычно его длина не превышала 3 метров, а вес 300 килограмм. Но рассказывали и про те случаи, когда встречались гиганты длиной 7 метров и весом полтонны. Кстати, у него практически не было чешуи. Примерно треть его тела было занято выростом верхней челюсти, ведь в ней были специальные рецепторы, помогавшие в охоте. От этого у него и был такой забавный вид. Но что же стало причиной вымирания самой крупной пресноводной рыбы? С появлением гидроэлектростанций в середине 20 века, которые стояли на пути ее миграции, численность бедной рыбы начала стремительно сокращаться. Веслонос долгое время был занесен в красный список как вид, находящийся в критической опасности. Но это, к сожалению, не помогло. В течение 3 лет, начиная с 2006 года, китайские ученые еще пытались обнаружить следы его присутствия в дикой природе. Было установлено более 4000 сетей, но ни одной особи так и не было найдено. Официально последний экземпляр был выловлен 24 января 2003 года. Это была самка, позже выпущенная на волю. Предполагалось, что они еще могут скрываться в глубоководных пещерах, но, к сожалению, в июле 22 года вид официально признали вымершим. Эх, жаль, а ведь такой вкусный был. Китайский речной дельфин. А ты знал, что в реках Китая жил дельфин? Нет. А он был, а сейчас его уже нет с нами. На сегодняшний день достоверно неизвестно, окончательно ли вымер этот поистине удивительный дельфин. Внешне это было светло-серое млекопитающее с белым брюшком, чья длина не превышала 2,5 метров, а вес мог достигать 167 килограмм. Но чаще его размеры были вполне сопоставимы с человеческими. Они были довольно коренасты, с длинной подвижной шеей и словно с обрубленными широкими плавниками. Поскольку они обитали в очень мутных и грязных прибрежных водах реки Янцзы, их зрение было сильно редуцировано и практически отсутствовало. Их глазки скорее просто напоминали 2 едва заметные точки в верхней части головы. Но их спасала просто замечательная эхолокация. Раньше это животное китайцы почитали как божество. Но с началом существования Китайской Народной Республики в 1950 году такое поклонение было осуждено, и вид начали активно истреблять. Начиная с 2006 года, ученые отчаянно пытались обнаружить хоть какие-то признаки его существования, но так и не смогли ничего найти. В конце экспедиции был сделан вывод, что, скорее всего, вид окончательно исчез. Это подтверждает тот факт, что в 1991 году оставалось всего лишь 30 особей. На сокращение повлияла не только охота, но и слабое размножение, ведь самки рожали малышей раз в 2 года. Последним известным экземпляром, найденным в естественной среде, была тоже самка, которая позже была выпущена в заповедник. Однако, через некоторое время ее нашли погибшей и запутавшейся в огораживающей сети. Разведение в неволе также не привело к успеху. Единственное утешение – это то, что еще остались амазонский и ганский речные дельфины. Популяция первого так и вовсе вызывает мало опасений. Хотя, зная человеческую натуру, сегодня все виды можно поставить под угрозу. Стеллерова корова. За ее открытие стоит поблагодарить известного русского мореплавателя Витуса Беринга, который открыл ее в 1741 году у Командорских островов. А название ей было дано в честь натуралиста Георга Стеллера, который участвовал в экспедиции и смог донести до нас описание этого удивительного существа. Это был добрый гигант весом 5 тонн и длиной 8 метров.
Кушал он исключительно морские водоросли, а прежде всего морскую капусту. Также он вел малоподвижный образ жизни и держался в основном возле берега. Скорее всего, этот плавучий жирок даже не был способен нырять. Поведение морской коровки отличалось медлительностью и отсутствием страха перед человеком, а еще она обладала очень вкусным и сытным мясом. Поэтому неудивительно, что ее так быстро не стало. На момент открытия вида их оставалось всего около 2000. Она была слишком доброй и милой, чтобы перенести человеческую жестокость. Говорят, что их видели несколько раз в наше время, но это не было подтверждено. К сожалению, вида официально не стало в 1768 году. Но, к счастью, в наше время еще существует дюгонь, который находится в одном семействе со стейлеровой коровой. Еще есть ламантин, но они немножко отличаются анатомически и находятся в разных семействах. Бескрылая гагарка. Это была очень крупная птица. Ее рост достигал 85 сантиметров, а вес 5 килограмм. Ее крылышки были очень короткие, что не позволяло ей летать и делало неуклюжей на суше, но зато давало возможность ловко плавать в воде. Спинка была черной, а брюшко белым. Вы можете подумать, да это же пингвин! Но, увы, эти виды значительно отличаются друг от друга и относятся к разным семействам. И я вам больше скажу, эта птица является родственницей чайки. Она была источником пищи и символом индейских культур. Многих людей хоронили с ее останками. Однажды было найдено захоронение, где было около 200 клювов этой птицы. Но уже в середине 16 века численность этой морской птички начала стремительно падать. Люди слишком часто начали истреблять ее ради мяса, пуха и яиц. Это было несложно, ведь она была очень доверчива к человеку. И только в конце 18 века она была добавлена учеными в список охраняемых птиц. Но, увы, это не помогло, а скорее усугубило ситуацию. Ведь тогда частные коллекционеры, охотники и музеи стремились поскорее заполучить ценные экземпляры в свои руки. В последний раз только одну птицу увидели в 1852 году. Бескрылая гагарка стала первой из европейских и американских птиц, полностью уничтоженных человеком, и стала самой настоящей потерей североамериканской культуры. Реньюнская гигантская черепаха. Данный вид стал известен человечеству в далеком 1611 году, но уже через 100 лет стал крайне редким, из-за чего можно было встретить только единичные экземпляры. Эти гигантские черепахи были большими и медлительными. Все ее виды жили на Маскаренских островах. Это были самые настоящие долгожители, способные дожить до 200 лет. В неволе эти обжоры могли весить до 400 килограмм. Поскольку они были медлительными, а острых зубов и когтей у них не было, то оставалось только два способа защиты. В первом случае они просто прятались в панцирь, а во втором опорожняли свой очень вместительный мочевой пузырь. Но если человек очень хочет покушать черепашьего супчика, то, увы, он достанет ее мясо и изнутри, и из-под описанного панциря. К тому же на них охотились с помощью собак и других хищников. Вида официально не стало в 1800 году. Карибский тюлень-монах. Это был ползающий, плавающий жирок длиной 2 метра 40 сантиметров и весом примерно 200 килограмм. Окраска шерсти была коричнево-серой, а брюшко желтовато-белым. Населяли Карибское море и Мексиканский залив. Но уже в прошлом веке они встречались крайне редко. Последнюю особь видели в далеком 1952 году. Даже специальная экспедиция спустя 30 лет не смогла его обнаружить. Секрета в его исчезновении нет. Истребление народами островов ради жира и мяса и без того маленькая популяция, да к тому же развитие рыбного хозяйства, когда ареал обитания ограничен, а еды осталось немного, быстро стер беднягу с лица земли. Их было легко схватить, ведь они держались возле песчаного берега, не могли погружаться в воду дольше, чем на 10 минут и не погружались ниже 100 метров в воде. Но сегодня все еще живы другие, но, к сожалению, тоже вымирающие виды тюленей-монахов, которых уже действительно стараются беречь. Японский морской лев. Вид обитал в Японском море. Это были большие жируны, ведь они достигали веса 560 килограмм и длины 2,5 метров. Старые самцы были почти полностью черными, а вот самочки посветлее. Они жили на побережье и редко уплывали в море дальше, чем на 16 километров. В середине 19 века их популяция еще насчитывала 50 тысяч особей. Но уже в 1951 году на острове Лианкур было найдено только 60 морских львов.
Несмотря на масштабный поиск животных в 80-х годах прошлого века, сегодня они уже официально признаны вымершими. Абингонская слоновая черепаха. История последнего представителя этого вида по имени Одинокий Джордж поистине печальна и романтична. В течение 19 и в начале 20 веков этот вид был полностью уничтожен. Известно, что начиная с 1831 года с острова Пинта было вывезено 435 черепах этого вида. Этот самец был найден в 1972 году венгерским ученым и был назван в честь американского актера Джорджа Габеля. После этого он держался в загоне исследовательской станции Чарльза Дарвина, где от него отчаянно пытались получить потомство, чтобы сохранить вид. Поначалу его вовсе считали бесплодным, но в мае 2007 года среди 2000 черепах была обнаружена самка, генетически похожая на Джорджа, после чего появилась надежда на продолжение рода. Оплодотворение произошло, но зародыши в яйцах оказались нежизнеспособны. 24 июня 2012 года мертвое тело черепахи было обнаружено смотрителем, ухаживавшим за ней около 40 лет. Тело было вскрыто, забальзамировано и помещено в местном музее. Этот одинокий самец черепахи стал символом охраны природы на Галапагосских островах. Сегодня этот вид считается вымершим, но в 2020 году уже на острове Изабелла была найдена самка, генетически очень схожая с сородичами Джорджа. Кто знает, может, ее мамаша тоже жива и живет неподалеку? Пока это недостоверно, но предполагается, что раньше сородичи Джорджа были развезены моряками в разные уголки планеты. Так что, кто знает, может, этот вид еще имеет шанс на возрождение. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Можете еще подписаться на наш Телеграм. Там много чего интересного. До связи в следующих видео. Любите и берегите животных.